Господь. Добрый день, с вами Максим Чех. Господь. У нас сегодня на канале интервью с моей коллегой Лизой. Она работает программистом на React, в той же фирме, там, где я. И мы поговорим с ней о том, как она попала в Чехию, как она выучила чешский, как найти работу, вот о таких вещах, про которые вы меня постоянно спрашиваете в комментариях. Лиза, расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала в Чехию? Для начала с этого начнем, и отсюда пойдем. Я приехала на языковые курсы, получается, учила чешский интенсивно в течение года. И после этого я начала учиться в университете. Сначала я училась в ВШЭ. Образование не закончила, но тем не менее я сейчас нашла работу и очень довольна своей жизнью. Супер. Сразу два вопроса. Что значит интенсивно учила чешский? Интенсивно это значит, что мы учились 5 дней в неделю по 4-5 часов на языковых курсах. Я конкретно училась в юнипрепе. Качеством полученного образования довольна, но мне кажется, что можно найти какие-то школы более доступные в плане цены, потому что там с нами очень нянчились в контексте того, что очень сильно помогали с документами, помогали очень сильно с нострификацией. И мне кажется, что если финансы более ограничены, чем у меня были на тот момент, потому что мне мама очень сильно помогала с переездом, то лучше обратить внимание на какие-то другие курсы, которые, возможно, дают больше знаний, они, может быть, даже более интенсивными будут, но они просто так сильно не будут помогать с документами, вы можете просто сами узнать эту информацию из интернета или поспрашивать у людей, которые здесь уже живут. Я думаю, что многие люди будут очень рады вам помочь. Ну, есть еще вариант по хардкору, по которому мы шли с моей женой, то есть учить вообще не на курсах, а учить у себя дома. То есть мне курсы обучения чешского мне обошлось примерно в $400 суммарно, то есть 4 семестра по $100 мы платили. И документы все разбиралась Лена, как подавать. То есть, конечно, я бы сам со всем этим не справился. Да. Вот, хорошо, это очень интересно. Ну, кстати, вот здесь я хотела очень сильно добавить, что важна стратегия переезда. И, конечно же, если у вас нет какой-то сильной поддержки родителей, то нужно просто очень как-то продумать переезд. И совет самый большой — это, конечно же, начинать учить язык до переезда сюда. И просто стараться именно сделать акцент на нем. Я читал, что многие, наоборот, советуют не учить чешский до переезда, потому что ты начнешь учиться. У меня такая же фигня была с математикой, грубо говоря. Я в детстве очень хорошо ее знал, и в какой-то момент в школе я просто забил, потому что у меня все очень хорошо получалось. И я забил, а потом в один прекрасный день я понимаю, что я вообще ничего не понимаю из того, что мы сейчас проходим. И с чешским пишут, что точно такая же ситуация, что люди, которые начали учить чешский усиленно дома, приезжают сюда, начинают забивать на учебу и пропускают критический момент, когда им надо было подхватить учебу. И из-за этого потом начинают отставать. Не знаю. Мне кажется, что это, такая, знаешь, очень специфический пример определенного человека. Но у меня, например, была обратная ситуация. Когда сюда приехала, я совершенно не знала язык, и из-за этого испытывала очень много дискомфорта и давления, потому что я не представляла себе, как вообще жить, потому что ты идешь в магазин, не знаешь, как назвать там продукты, которые ты хочешь приобрести, или... Мы первое время просто пальцем тыкали и говорили вот это вот. Да. Я тоже так пыталась сделать, причем вела себя максимально вежливо, мило, то есть пыталась как-то пойти на контакт с людьми, но я столкнулась с тем, что было очень негативное отношение, потому что люди думают, что ты якобы ленивый, не хочешь учить их язык, и я, допустим, чувствовала какой-то негатив или неприятие меня через это, и поэтому мне было потом сложнее учить язык. Поэтому мне лично кажется... Извини, ты имеешь в виду негатив от
классников, как это, одноклассников? Нет, чехов, которые Чехов. работают в магазинах, потому что они сталкиваются часто с такими ситуациями, что русскоязычные приходят и просто говорят на своем языке, там, типа, дай мне это, вот, и очень так командным тоном, и поэтому у них сразу же, как бы, очень такое негативное отношение, если ты не говоришь на их языке. Поэтому мне кажется, что хотя бы какую-то базу лучше всего научиться использовать, хотя бы на бытовом уровне, для того, чтобы хотя бы в таких вот практичных делах чувствовать себя более развязно и комфортно. А сталкивалась ли ты вообще с, как бы, с предвзятостью, именно, ну, грубо говоря, с расизмом, да, по отношению к русскоязычным? Политическое. Нет, ну, дело не в политическом, просто спрашивают часто, то есть. Ну, у меня была, я рассказывал, ситуация, я не знаю, то есть я не знаю, как ее оценивать. Когда я говорю что-то, спрашиваю чешских студентов, и они типа на меня смотрят, как, ну, дурачка на какого-то, да, то есть я не знаю, это было просто очень плохо говорил по-чешски, или просто на первом курсе как бы отношение ко всем такое. Ты просто дебил. Просто дурачок, да, не знаю. То есть сталкивалась ли ты с чем-то подобным? Да, конечно, я сталкивалась, но мне напрямую, я не помню, чтобы как-то выражали свою неприязнь, у них это выражается иначе, то есть просто чувствуется какая-то неприязнь, и по взгляду, то есть есть вот это выражение того, что что-то с тобой не так, будто бы. И именно вот это какое-то каменнейшее лицо неприятия, оно, допустим, меня очень сильно триггерило в контексте того, что мне действительно было сложно разговориться, как-то расслабиться и попытаться даже как-то выразить свою мысль более конкретно. То есть, ну, я когда путешествую, я вижу, что в других странах все-таки другое отношение у людей, и намного как бы проще с ними взаимодействовать и находить общий язык, чем здесь. То есть мне кажется, что у чехов, в принципе, есть неприязнь к иностранцам и тем более к русскоязычным. То есть я могу сказать, что это точно есть, и те, кто это не видит, скорее, мне кажется, пытаются просто жить в каком-то иллюзорном мире, то есть таком, где... Я этого особо не вижу. Ну, я это вижу, скажем, на улице, да, то есть когда ты выходишь там с работы, допустим, на работе у нас в фирме, я этого не замечаю, то есть у нас действительно очень классные коллеги, очень такие отзывчивые и просто классные, очень все хорошо. Да, и поэтому здесь, конечно же, я этого не замечаю, и когда ты просто какие-то связи налаживаешь с людьми, это тоже не чувствуется. Но при первом знакомстве, и когда ты пытаешься какое-то впечатление первое произвести на человека, то сложнее как бы разбить вот эту стену какую-то, холодок, да, который между вами идет первоначально, потому что как бы чувствуется, что у людей больше настороженности и какой-то неприязни первоначальной. Ну, мне очень просто, я не знакомлюсь с людьми, поэтому я этого не замечаю. Еще хотел сказать, что ты говоришь в других странах, но мне кажется, нельзя сравнивать как бы страну, в которой ты живешь, да, то есть эмигрируешь сюда, и страну, в которой ты просто там на пару дней приехала потусить. Ну, как бы, мне кажется, можно в контексте того, что ты же просто здесь также выходишь на улицу и встречаешься с людьми, которые просто... Ну, вот я тебе расскажу конкретную ситуацию. То есть мы недавно там хотели заказать просто пиццу с собой в ресторане, и мы стояли на улице, мимо нас там прошел несколько раз официант, и он просто слышал, что мы говорим по-русски, и мы несколько раз как бы с ним поздоровались, прямо конкретно смотря на него, и он нас просто игнорировал, то есть он несколько раз проходил мимо и вообще никак не давал понять, что он вообще существует здесь. То есть и таких ситуаций было очень много, и мне кажется, что это конкретно какой-то негатив. Может быть, я, конечно, себе придумываю. Я как бы не хочу здесь очень много это рассказывать, но у меня и на работе, на предыдущей работе я сталкивалась с какой-то неприязнью ко мне, и даже с открытыми, кстати, предъявлениями от босса о том, что людям не нравится, что у меня есть акцент, и поэтому она мне хотела записывать ко мне на прием людей только русскоязычных, потому что чехам якобы некомфортно из-за того, что у меня именно есть акцент. И я тогда работала парикмахером, и мне, конечно же, было очень обидно это слышать, и я на следующий же день уволилась с этой работы, потому что, мне кажется, что это не совсем правильно вообще по отношению к людям, которые сюда приезжают, очень стараются как-то адаптироваться.
Поэтому я, конечно же, настаиваю на том, что язык — это очень важная вещь здесь, для того, чтобы человек как бы мог хорошо себя чувствовать. То есть мораль: учите чешский, искореняйте акцент, притворяйтесь чехом, чтобы никто не заподозрил, что вы русский. Нет, я на самом деле так не делаю. Ну, я говорю, мое решение очень простое. Не общайтесь с людьми, сидите дома, не выходите из квартиры, и у вас не будет никаких проблем. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Но это зависит от того, какой тип человека. То есть, если, знаешь, у тебя есть как бы потребность в общении, ты так будешь делать, то ты просто с ума сойдешь, тебе будет очень плохо. Типа, знаешь, ты просто начнешь типа видео одного снимать и даже не отправлять на YouTube, знаешь, просто. Что-то очень странное. Я уже так делаю. О, то есть это мы сейчас снимаем не для кого-то? Это просто для личного архива. Хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, очень часто спрашивают, тяжело ли найти в Чехию работу для студентов, для иностранцев, как бы, и в частности в области программирования. Расскажи, как ты попала в эту фирму, в которой мы работаем. Так, это сложный вопрос. Во-первых, в связи с ситуацией, которая сейчас у нас возникла во всем мире, то есть неизвестно, как это все будет. Но это зависит от того, насколько вообще нуждаются работодатели в людях и насколько много желающих. И в IT-сфере несложно, конечно же, найти работу сейчас, потому что востребованность профессии очень большая, и важен ваш навык. То есть если вы начинающий программист, то это будет не совсем просто, но вполне себе возможно. Я думаю, что у меня есть такие случаи, кстати, ребят, которые вообще практически не умели программировать, но они просто показывали очень большой какой-то энтузиазм и желание, и работодатель даже был готов их нанять на какую-то минимальную сумму, и они находили работу там в течение даже 2 недель. Просто, скажем, количеством они брали, потому что они писали во все фирмы, которые только возможно, приходили постоянно на собеседование, выражали какой-то свой энтузиазм и желание, и в конечном итоге их брали на работу, и они просто там первых полгода очень интенсивно старались и повышали свои навыки, и потом уже постепенно повышали себе зарплату. Это тоже как вариант. Можно я вставлю хороший совет, который я где-то прочитал? Если вас не взяли на работу по IT, вы уточните у того, с кем собеседовались, что именно им не понравилось. Если это по знаниям, то попросите почитать что-то по теме, которую как бы вы плохо знаете. Подготовьтесь и придите через пару недель на эту же работу опять попробовать устроиться, если вы до сих пор не нашли. Вот. Но ты, по-моему, сказала какие-то общие слова. А как именно ты устроилась вот сюда? Ну, у нас как бы такой шеф, человек, что он больше смотрит, мне кажется, на личностные качества. То есть это очень, кстати, редко бывает. И я это безумно сильно ценю. И было такое ощущение, что он именно пытается проверить, насколько ты надежный человек, насколько ты просто здравомыслящий человек. И я как бы на такие условия устроилась, что у меня действительно, первоначально я даже говорила, что мне даже не нужны деньги вообще, то есть можно я там поработаю несколько месяцев, хотя бы поучусь, да, и потом уже постепенно у меня повышалась зарплата, и я как бы руководствовалась своими ощущениями, насколько я полезна для фирмы, насколько я много делаю для нее, и насколько хорошо у меня получается. И так как я очень сильно старалась, то я начала как бы себе постепенно повышать зарплату. Я начала повышать в контексте того, что я просто подходила и просила, да, то есть как бы повышение, потому что я чувствовала, что у меня уже действительно получается. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно здраво себя оценивать и понимать, что вы можете предложить именно другому человеку, и понимать, что именно ему нужно. И, то есть, исходя из этого, уже предлагать свои услуги. Я не знаю, если я ответила на этот вопрос. Ответила, я просто дам немножко контекст людям. Да. У нас фирма занимается разработкой мобильных приложений и сайтов. Я не знаю, это считается маленькая или средняя, то есть у нас порядка 20 человек, это наверное, работает. Среднего размера компания. То есть я в жизни не устраивался в большие компании, я понятия не имею, как там все это, наверное, более формализованно как-то проходит. Да, я была на собеседовании на одном таком. И меня, кстати, туда не взяли. Я, получается, была на 3 собеседованиях до этой фирмы. И там все проходит таким форматом, что это все как бы очень отрегулировано, четко, то есть вопросы все прописаны, тебе дается тест, ты это все проходишь, и, соответственно,
Ну, кстати, тест был вообще несложный. Я считаю, что если человек до этого, допустим, не работая, не делая что-то другое, просто 3 месяца, например, очень интенсивно займется изучением CSS, HTML, как бы именно вот прям очень стараясь, то мне кажется, что туда можно было попасть без проблем. Потому что там вопросы были, правда, очень базовые. То есть это можно просто взять курс, пройти его и пройти как бы очень основательно, сделать там пару сайтов самостоятельно, ну, верстку просто сайтов, и уже, в принципе, можно найти юниор позицию для себя. Ну, мы как-то, знаешь, так углубились с тобой в программирование, но мне кажется, что не все же хотят. Да, мы прям не углубились, ну. Не, ну интересно, меня именно спрашивают люди, как бы в основном, как тяжело ли найти работу в области IT. Хотя мне, конечно, было бы интересно, насколько тяжело найти работу в области робототехники, но опять-таки я ее не искал, поэтому я понятия не имею. Ну, потом расскажешь обязательно. Когда-нибудь расскажу, да. Я не знаю, наверное, можно заканчивать. Основные вопросы мы обсудили. Язык, поступление, работу. Что-то хочешь сказать напоследок? Нет? На этом все. С вами был Максим Чех, моя коллега Елизавета. Большое спасибо, что согласилась принять участие в этом. Да, спасибо. Я очень надеюсь, что я помогла. И если что, я буду рада еще ответить на какие-то вопросы. Да, ребят, пишите вопросы в комментариях. Обязательно отвечу, да, то есть я старалась максимально вам дать какую-то полезную информацию и, главное, свой опыт. То есть понятно, что он у всех разный, но вот у меня он именно такой. Поэтому будьте осторожны, берегите себя. Счастья, здоровья, удачи. Все, пока. Все, пока.